Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Я уже привык, что мои ролики некоторые индивидуумы умудряются смотреть не глазами, а каким-то другим местом. И достаточно трендовая, хайповая у нас тема получилась с Kingdom Come Deliverance, и токсичными геймерами, естественно, нашлись, так скажем, приземленные индивидуумы, которые начали говорить, что ж теперь критики нельзя вообще высказывать никакой, и так разработчики не узнают о багах, которые есть в игре, и, в общем, все обосновано, бла-бла-бла, и прочая херня. Хотя я, в общем-то, мне казалось, посвятил целый ролик как раз тому, чтобы объяснить, что есть разница между критикой и токсичностью. Но поскольку не все догоняют, я решил объяснить поподробнее. Для приземленных людей на конкретном примере, чтобы они могли понять, токсичные они геймеры, в какой степени токсичности, или они все-таки правдорубы, выступающие за, в общем-то, чистоту игровой индустрии от наглых, ленивых разработчиков. Итак, на самом деле все просто. Для того, чтобы понять, в общем-то, токсичный вы игрок или нет, и насколько токсичный на примере Kingdom Come Deliverance, вам нужно сделать всего лишь одну вещь. Берете и представляете вот этого здоровенного бородатого мужика Дэниеля Вавра, который последние 5 лет делал Kingdom Come Deliverance несколько раз, чуть не стал банкротом, но в результате достиг своего. И он не просто так сделал реалистичную игру про средневековье, он во все это погрузился, он настоящий реконструктор, он фанат пожить вне цивилизации, натянуть на себя доспехи латные, взять настоящий меч в руки, и, в общем-то, освежевать какого-нибудь дикого зверя. Теперь представьте себя рядом с ним, стоящего. Представили? А теперь начинайте мысленно проговаривать ему все то, что вы пишете в своих объективных постах с праведной критикой. Именно в тех самых формулировках, именно с той самой интонацией. А теперь просто засекайте, через сколько вы получите поеб... Так вот, та скорость, с которой вы получите поеб... и будет индикатором вашей токсичности. Такой простой тест. Что будет в реальности, все мы прекрасно знаем. Все эти громкие крики быстро исчезнут. Может быть, робко кто-то скажет, что ему что-то не понравилось. И такой-то баг. Что и является конструктивной критикой, конструктивным диалогом. Все претензии, если ты хочешь, чтобы их услышали, и они действительно повлияли на кого-то, нужно писать вежливо, а не орать, как истеричка во время месячных. Wake up, you drunkards! И в целом этот тест подходит не только для Kingdom Come Deliverance, а для любого, в общем-то, творческого продукта, игры, видеоконтента, в общем-то, политических взглядов и всего остального. Это, в общем-то, универсальный тест, универсальный способ. На этом, в общем-то, у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, если понравился тест, пишите в комментах, что думаете, смотрите другие ролики, подписывайтесь на Telegram и другие социальные мои сети, там тоже много всего интересного. Увидимся в самое ближайшее время, через несколько секунд, если вы захотите посмотреть другой ролик. Счастливо!